Марианская впадина считается одним из самых загадочных мест на Земле. Она уходит почти на 11 километров ниже поверхности океана, туда, где царит абсолютная темнота, температура стремится к нулю, а чудовищное давление способно мгновенно разрушить неподготовленный аппарат. На протяжении десятилетий эти глубины оставались практически недоступными для человека, однако развитие глубоководных технологий постепенно меняет ситуацию. Сегодня именно Китай активно расширяет присутствие в глубинах Тихого океана, создавая новые подводные аппараты, автономные станции и роботизированные комплексы. Цель этих исследований заключается не только в изучении морской жизни. Ученых интересуют геологические процессы, залежи полезных ископаемых, древние микроорганизмы и необычные структуры, которые могут рассказать о внутреннем устройстве нашей планеты. Китай за последние годы значительно увеличил финансирование морских исследований, открыл новые научные центры и привлек большое количество специалистов по океанологии и робототехнике. Были организованы десятки экспедиций, во время которых автономные аппараты обследовали участки океанического дна, куда прежде удавалось добраться лишь единичным исследовательским машинам. Одним из наиболее важных направлений стала разработка роботов, способных самостоятельно работать на экстремальной глубине. В отличие от обычных подводных аппаратов, такие машины должны выдерживать колоссальное давление, сохранять связь с поверхностью и продолжать работу при практически полном отсутствии света. Путь к самому дну Марианской впадины проходит через несколько совершенно разных океанических зон. На поверхности находится привычный нам мир, наполненный солнечным светом, кораллами, рыбами, акулами и другими морскими обитателями. Но уже после нескольких сотен метров окружающая среда начинает резко меняться. Солнечные лучи постепенно исчезают, температура падает, а давление увеличивается с каждым новым метром. На глубине около 200 метров начинается сумеречная зона, где света становится недостаточно для нормального существования большинства привычных организмов. Здесь встречаются необычные медузы, кальмары и рыбы, приспособленные к жизни в почти полной темноте. Некоторые из них используют биолюминесценцию, чтобы находить добычу или отпугивать хищников. Еще глубже океан становится совершенно другим. На километровых глубинах солнечный свет исчезает полностью, а давление во много раз превышает атмосферное. Температура воды опускается примерно до нескольких градусов. Несмотря на это, жизнь продолжает существовать. Здесь обнаруживаются причудливые рыбы, огромные кальмары, глубоководные медузы и другие организмы, чьи тела приспособлены к условиям, которые кажутся несовместимыми с жизнью. Именно в таких местах исследовательские роботы начали фиксировать явления, которые вызвали вопросы у специалистов. Датчики некоторых аппаратов регистрировали необычные изменения магнитного поля и колебания, не всегда соответствующие ожидаемой картине. Отдельные сигналы выглядели настолько необычно, что исследователи были вынуждены повторно проверять оборудование, исключая технические ошибки. Однако наиболее интересными оказались не сами магнитные отклонения, а зарегистрированные движения на значительной глубине. Роботы замечали крупные объекты или массы, которые перемещались не совсем хаотично. Часть подобных наблюдений могла объясняться подводными течениями, оседанием грунта или небольшими оползнями. Однако некоторые траектории выглядели необычно. На глубине около 4000 метров начинается абиссальная зона. Здесь практически нет света, температура держится около нескольких градусов выше нуля, а морское дно покрыто толстым слоем осадков. Этот ил представляет огромную научную ценность, поскольку в нем сохраняются следы древних процессов, происходивших в океане миллионы лет назад. Во время бурения исследователи обнаруживали глубинные слои, содержащие микроорганизмы, способные существовать в чрезвычайно суровой среде. Некоторые из этих бактерий используют химические соединения вместо солнечной энергии и способны получать питание из метана и других веществ.
Подобные организмы особенно интересны ученым, поскольку их необычный обмен веществ потенциально может помочь в разработке новых биотехнологий и медицинских методов. Но настоящая граница неизвестного начинается еще глубже. На отметке около 6000 метров расположена ходальная зона, названная в честь древнего царства мертвых. Здесь давление становится настолько огромным, что обычные технические конструкции просто не выдержали бы его. Тем не менее, даже в этой среде существуют живые организмы. Среди них встречаются прозрачные ракообразные, амфиподы и другие существа, питающиеся частицами органического материала, медленно опускающимися с верхних слоев океана. Их клетки обладают удивительными механизмами адаптации, позволяющими сохранять структуру под колоссальным давлением. Однако наиболее загадочные сведения появились тогда, когда исследовательские аппараты приблизились к самому дну впадины. Во время обследования некоторых участков были замечены необычные подземные полости, уходящие глубоко под морское дно. По данным исследования, отдельные структуры могли образовывать сложную систему пустот и тоннелей. В некоторых местах температура внутри таких полостей значительно выше температуры окружающей породы, а из трещин выходят потоки газа. В их составе обнаруживаются метан, сероводород и другие соединения. Подобные явления сами по себе не являются невозможными для глубоких геологических систем, однако масштаб некоторых структур вызвал дополнительный интерес. Сейсмические датчики также регистрировали периодические вибрации. Часть сигналов могла иметь естественное происхождение и быть связана с движением тектонических плит, циркуляцией жидкости или геотермальной активностью. Но исследователи продолжили наблюдение, поскольку хотели понять, почему отдельные колебания повторяются с удивительной регулярностью. Появились предположения, что подводные полости могут быть связаны с древними геотермальными каналами. Согласно одной из гипотез, подобные структуры способны обеспечивать перемещение горячих жидкостей и газов внутри земной коры. Другие специалисты допускают существование разветвленных систем, через которые планета естественным образом перераспределяет тепло из глубоких слоев к поверхности. Если такие предположения подтвердятся, это поможет лучше понять процессы, происходящие внутри Земли. Для проверки гипотез в некоторые полости были направлены автономные зонды. Они оснащались камерами, спектрометрами и датчиками температуры, способными работать в экстремальных условиях. Полученные изображения показали необычные геологические формы. На отдельных участках стены выглядели удивительно гладкими, встречались почти круглые отверстия и сводчатые пространства. Подобные формы могут возникать в результате естественных процессов, однако их сочетание заставило исследователей изучать структуру более внимательно. Еще интереснее оказалось то, что даже в самых суровых участках были обнаружены признаки биологической активности. На горячих и химически агрессивных поверхностях существовали колонии микроорганизмов. Они не просто выживали, а активно взаимодействовали с окружающей породой, перерабатывая минеральные соединения. Их метаболизм может оказаться необычным примером того, насколько далеко способна зайти адаптация живых организмов. Если ученым удастся установить связь подобных экосистем с глубокими геотермальными процессами, это станет важным открытием для науки. Возможно, именно такие организмы помогут понять, каким образом жизнь могла возникнуть и сохраняться в условиях, где практически отсутствуют привычные источники энергии. Отдельное внимание привлекла форма некоторых подземных структур. В отдельных местах они напоминали многоуровневые системы с шахтами, переходами и крупными полостями. На первый взгляд могло показаться, что они созданы искусственно, однако никаких доказательств рукотворного происхождения обнаружено не было. Геологи подчеркивают, что природа способна создавать удивительно правильные формы под воздействием давления, температуры и движения жидкости.
Поэтому любые разговоры о древних искусственных сооружениях пока остаются лишь предположениями. Тем не менее, именно такие находки показывают, насколько мало человечество знает о собственном океане. Первые успешные погружения человека к максимальным глубинам стали настоящим технологическим подвигом. Позднее появились новые экспедиции, а развитие автономных систем позволило исследовать дно значительно чаще. Современные аппараты способны проводить часы и даже дни на глубине, недоступной обычным пилотируемым батискафом. Они фотографируют грунт, собирают образцы, измеряют температуру, давление, химический состав воды и состояние пород. Следующим этапом стали роботизированные системы нового поколения. Некоторые из них способны самостоятельно выбирать маршрут, анализировать окружающую среду и выполнять сложные операции без постоянного управления с поверхности. Их оснащают манипуляторами, буровыми установками, камерами высокого разрешения и множеством датчиков. В перспективе целые группы таких машин смогут одновременно обследовать огромные территории морского дна. Особый интерес представляют роботизированные рои, где каждая машина выполняет ДД. Задачу. Одни аппараты ищут интересующие объекты, другие собирают образцы, третьи проводят бурение или картографирование. Такая система позволяет значительно ускорить исследования. Однако вместе с научными возможностями появляются и серьезные экологические риски. В глубинах океана находятся огромные запасы полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы и полиметаллические образования. Также внимание исследователей привлекают метановые гидраты, содержащие значительные объемы углеводородов. Теоретически они могут стать дополнительным источником энергии, но их добыча связана с серьезными техническими и экологическими проблемами. Любое вмешательство в глубоководные экосистемы может иметь последствия, которые невозможно предсказать заранее. Особенно опасными могут оказаться участки, где уже присутствуют токсичные или радиоактивные вещества. Во время обследования океанического дна исследовательские аппараты обнаруживали районы, вызывающие серьезную тревогу из-за старых захоронений промышленных отходов. Если такие контейнеры повреждены коррозией или находятся рядом с активными тектоническими зонами, любое сильное землетрясение способно изменить ситуацию. Опасность заключается в том, что загрязняющие вещества могут попасть в морскую воду и постепенно распространиться по пищевым цепочкам. Поднять подобные объекты на поверхность бывает крайне сложно и дорого, а неосторожное вмешательство способно привести к еще большему распространению загрязнения. Поэтому специалисты рассматривают разные варианты изоляции опасных участков и постоянного мониторинга. Главная проблема заключается в том, что океан огромен, а большая часть его глубин по-прежнему практически не исследована. Мы можем создавать аппараты, способные выдерживать чудовищное давление, но пока не способны быстро обследовать каждый километр морского дна. И чем глубже человечество погружается, тем больше вопросов появляется. Что еще скрывается под многометровыми слоями ила? Сколько необычных форм жизни существует там, куда никогда не проникал солнечный свет? Какие геологические процессы происходят на глубине нескольких километров под океаническим дном? И насколько велики запасы веществ, которые могут изменить мировую энергетику? Марианская впадина напоминает нам о парадоксе современного мира. Мы отправляем аппараты к другим планетам, создаем сверхмощные телескопы и строим сложнейшие компьютеры, но при этом огромная часть собственного океана остается для нас почти неизвестной. Возможно, самые впечатляющие открытия еще не сделаны. И вполне вероятно, что следующая экспедиция обнаружит нечто такое, что заставит ученых пересмотреть представления о жизни, геологии
и внутреннем устройстве нашей планеты. Глубины океана не раскрывают свои тайны сразу. Они делают это медленно, метр за метром, экспедиция за экспедицией. И пока исследовательские аппараты продолжают уходить в темноту, остается главный вопрос: что именно ждет нас там, куда человечество еще почти не добралось? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.